Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы сравним производительность процессоров Xeon E5-2670V2 и E5-2650V2. Эти процессоры очень привлекательны по соотношению цена-производительность. На сегодня процессор 2670V2 стоит около $25, а я напомню, это 10 ядер 20 потоков с бустом на все ядра 2,9 ГГц. 2650 со стоимостью около $15, 8 на 16 3.0 буст по всем ядрам. За всю историю это самый низкий прайс на данные камни. Также хорошим бонусом является поддержка частоты оперативной памяти в 1866 МГц, с учетом, что ваша память хорошо и без ошибок работает на такой частоте. Чтобы не затягивать вступление, основные характеристики процессора вы можете посмотреть на скринах, более подробные характеристики можете посмотреть на нашем сайте, ссылки на спецификации будут в описании и закрепленном комментарии. Кстати, там не только спецификации процессоров, заходите, есть много чего интересного. Настройки в играх будут максимально возможны, разрешение в основном 720, результаты на диаграммах это чистый прогон бенчмарка FPS без захвата и оверлея, возможно погрешность с видео. В конце видео подведем небольшие итоги, также там как всегда будут результаты тестов синтетических бенчмарков, рендер и тест архиватора WinRAR. Первый проект у нас это Lara, средняя частота по всему бенчмарку 90 на 87. Сразу бросается в глаза, это температура 2670V2, она немного меньше, чем у 2650V2. Скорее всего это получилось из-за того, что тест 2650 я проводил при комнатной температуре 26 градусов, а 2670 при 24 градусах. Немного похолодало на улице. Так что вот такую разницу можно заметить всего из-за 2 градусов. По картине в целом видно, что 2670 проходит все трудные места бенчмарка, в частности рынок просто как танк. 2650 немного проседает, но тоже все на уровне. GTA 5, средняя частота кадров 58 на 58, настройки ультра, сглаживание MSA двухкратное, дополнительные настройки отключены. Тут особо и говорить нечего, очень похожий результат. Получается, что количество ядер от 8 уже на скорость не влияет. Hitman 2, средняя частота кадров 73 на 75. Тут игра больше дает предпочтение частоте. Можно заметить, что в тяжелых для процессора сценах таким средним показателем и не пахнет. Но считать FPS программа начинает с самого начала уровня, а там он достаточно высокий. Также высокий в конце отрезка. Вот и получается такой средний результат. Dota 2, средняя частота кадров 132 на 138, 2650V2 оказался на немного, но быстрее, скорее всего ровно на те плюс 100 МГц по ядру. 2670V2 по некоторым ядрам имеет простой. Watch Dogs 2, средняя частота кадров 61 на 59, в данном проекте ядер много не бывает и самое интересное, что все они грузятся достаточно серьезно. В целом процессоры показывают очень схожий результат, 2670V2 слегка впереди. Обитель зла 2, средняя частота кадров 124 на 123, можно считать, что результат получился очень схожим.
Война миров Z, средняя частота кадра по бенчмарку 62/59. CSGO, средняя частота по бенчмарку 228/233. Частота тут немного имеет преимущество, но на таких результатах это уже совсем другая история. И последний на сегодня проект — это Stalker Зов Припяти, результат которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. Исходя из них, можно предположить, что в большинстве случаев Xeon E5 2670V2 оказывается быстрее в играх. В рендере ему 2650V2 вообще ничего не может противопоставить. Так что получается 2670V2 неплохо сбалансированный процессор, и в игры можно поиграть и поработать с комфортом. Лично я считаю, что если есть возможность доплатить за 2670, то стоит это сделать. Если у вас есть вопросы или мнения по данному сравнению, жду в комментариях или на нашем форуме, ссылка которого будет в описании. Следующее видео будет сравнение 2670V2 уже с 2689. На этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Всем добра.